Здравствуйте, друзья! Сегодня видео будет посвящено проекту кассетного камина в облицовке из кирпича. Вы писали в комментариях, что хорошо бы посмотреть проект такого камина на основе чугунной каминной топки. Сейчас мы с вами постараемся во всем разобраться, увидим готовый действующий камин и технологию строительства согласно проекту. Загородный дом, дом для постоянного проживания. В доме имеется основное отопление, радиаторы от котла. В гостиной со вторым светом мы построили камин с чугунной топкой 700 мм по ширине. Камин является как второстепенный источник отопления. Наверное, стоит сказать, что топит камин, как правило, в трех случаях. Первый, когда на улице температура значительно понизилась и хочется тепла и уюта в доме. Второй, когда происходит авария электросети. Ну и третий, когда просто хочется полюбоваться на огонь, да к тому же ощутить лучевое тепло от стен облицовки, как от кирпичной печи. Наш камин нагревается до 60-70 градусов, а в некоторых местах в районе над топочной дверкой до 90 градусов. Теплоотдача облицовки 8-10 часов, что вполне хватает на ночной период. Облицовка камина до каминной полки выполнена полнотелым лицевым кирпичом размером 85 на 250 на 65. Выше полки мы использовали не лицевой кирпич и укладывали его на ребро. Толщина облицовки получилась в 65 мм. Далее нанесли декоративную штукатурку. На полке из кирпича приклеили камень, коричневый лимезит, который на месте подпиливали, торцы обкалывали скорпелью. Слева от камина располагается керамический дымоход. Он коренной, собран от пола. Основание под камин подготовлено. Это бетонная плита, облицованная сверху керамогранитом. Предлагаю перейти к проекту и разобраться с последовательностью всех работ. Проект создан в программе SketchUp 2016. Ссылка на скачивание будет в описании под видео. Раскладку каждого ряда облицовки я не делал. Если вам это необходимо, то напишите об этом в комментариях. Убираем временно с проекта стены, окно, дверь и пол с кафелем. Кладем противопожарную стенку из газобетона толщиной 100 мм. Монтируем керамический дымоход, высота подключения от пола 2 метра 380 мм. Кладем первый ряд облицовки из коричневого кирпича. Второй ряд кладем красный кирпич евроформат шириной 85 мм. У дымохода строим стенку кирпичом на ребро. Третий ряд повторяем. Четвертым рядом перекрываем небольшой дровник, закрепляем изоляцию из силиката кальция на газобетон. Мы используем специальный клей для таких материалов. Устанавливаем каминную топку, регулируем ножки скамьи топки по высоте и уровню. Пятый ряд расширения коричневым кирпичом с профилем. Зазор между топкой и площадкой из кирпича должен равняться толщине будущего камня, плюс слой клея и плюс зазор 3-4 мм. Далее до 15 ряда поднимаем стены облицовки. Оставляем зазор от кирпича до рамки топки в 3 мм. На 15 ряду оставляем место для перемычки. Крепим второй слой изоляции к газобетону. Подключаем топку к керамическому дымоходу трубами из жаростойкой стали АИСи 304 или 321 толщиной не менее 0,8 мм. Выводим ручку шибера на правую сторону. Подключение голых труб к дымоходу производится при помощи переходника на больший диаметр с зазором по 10 мм от керамики. К примеру, давайте вместе разберемся. Выход из каминной топки равен диаметру 200. Керамический дымоход внутри тоже 200. Толщина стенки керамики 15 мм. Получается, необходим переходник с диаметра 200 на диаметр 250. Если не выполнить эти условия, то при разнице расширения различных материалов тройник подключения потребителя керамического дымохода лопнет. Устанавливаем перекрытие топки. Перемычка изготавливается следующим образом. Напиливаются 11 кирпичей высотой в 140 мм. Сверлим отверстия в кирпичах, пропускаем резьбовую шпильку диаметром 12 мм и крепим шайбы и гайки. Все достаточно просто. Не забываем, конечно, между кирпичами нанести раствор.
16 и 17 ряд поднимаем облицовку. 18 первый ряд полки из коричневого кирпича. 19 второй ряд. 20 ряд укладываем кирпичи на ребро. Используем полнотелый недорогой кирпич, без трещин и правильной геометрией. Далее поднимаем контур камина, крепим к газобетону еще один слой изоляции. Дошли до 26 ряда, сформировали место для установки вентиляционной решетки, положили слой теплоизоляции из силиката кальция. При желании можно заменить его на лист нержавеющей стали. Кладем уголки и перекрываем камин кирпичом, первый ряд. Вторым рядом перекрываем уже коричневым кирпичом, делаем напуски по 30 мм. Камин готов, переходим к отделке. Напиливаем детали из камня и укладываем на полки. Наносим декоративную штукатурку, устанавливаем вентиляционную решетку и дверку ревизии дымохода. Все работы завершены, при первой протопке камина будет выгорать краска с чугунной топки. В помещении появится неприятный запах с дымом. Это нормально, не пугайтесь. При следующих протопках камина запаха уже не будет. Как нанести штукатурку на камин, как обколоть торцы камня для полочек, обучающее видео будет в описании. Друзья, мы с вами разобрали проект камина, увидели вживую построенную нашу работу. Я постарался максимально с вами поделиться всем процессом. Надеюсь, видео было полезным. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пока.